Всем привет, с вами Светлана. И сегодня у нас особенный выпуск. Вы мечтаете о доме у моря или, может быть, ищете уютный уголок на побережье? Тогда это видео именно то, что вам нужно. Сегодня я покажу вам 17 реальных домов у моря в Болгарии с ценами, с местоположением, с нюансами. А еще расскажу, на что стоит обратить внимание при покупке. Возможно, один из них станет именно вашим. Ну что, поехали? А теперь давайте посмотрим, какие дома можно найти у моря в Болгарии. Мы собрали для вас 17 самых разных предложений, от обыкновенных домов до роскошных вилл и даже уникального исторического особняка в самом центре города. Вы увидите как доступные варианты, так и действительно эксклюзивную недвижимость. А еще я расскажу, как изменилась цена на жилье у моря за последние 3 года и почему хорошие дома в популярных местах так стремительно дорожают. Ну что, начнем? Дом номер 1. Слишком хороший, чтобы быть правдой. 3 этажа уюта, как из картинки, но не обман ли это? Все проверим. Локация – Бяла. Стоимость 149 тысяч евро. Этот кирпичный дом находится в закрытом комплексе, состоящем из 9 домов. На красивейшем мысе Святого Атанаса. Уникальный панорамный вид на море. Один из его главных плюсов. Площадь дома составляет 172 квадратных метров. Строительство 2012 года. Первый этаж. Просторная гостиная, кухня со столовой зоной, санузел и выход на веранду. Второй этаж. 2 спальни, каждая со своей ванной, комнатой и террасой. Третий этаж. Еще одна спальня, ванная и огромная терраса с потрясающим видом на море. Дом полностью меблирован, оборудован кондиционерами, имеет благоустроенный двор и парковку. До пляжа всего 350 метров. Удобная лестница ведет прямо к морю. А в пешей доступности находится 3 пляжа. Важно отметить, этот жилой комплекс с домом выделен синим на карте. Находится не в центре Бялы. На карте обозначен желтым цветом. А в отдалении до инфраструктуры примерно 2,5 километра, то есть магазин, аптека, кафе, все необходимое не под рукой, придется ехать. Сейчас в Бяле продается около 120 домов с ценами от 30 тысяч евро, которые нуждаются в ремонте, до 500 000 евро за более современные и ухоженные объекты. Это идеальный пример того, как рынок недвижимости в этом районе изменился. За последние несколько лет цена на дома у моря возросла в несколько раз, поэтому хорошие объекты, такие как этот дом за 149 тысяч евро, сегодня редкость. Пока мы переходим от одного дома к другому, хочу поделиться важным советом. Если вы ищете дом у моря в Болгарии, важно учитывать не только цену и местоположение, но и перспективы роста цен в этом районе. Например, в Бяле сейчас активно растет рынок недвижимости. Вы можете купить дом в районе, который еще не так развит, но со временем его стоимость, возможно, может вырасти. В любом случае, стоит заранее проверить информацию о ценах на дома в районе и узнать, какие планируются изменения. Это поможет вам выбрать лучший дом по оптимальной цене. Дом номер 2. Цена шокирует, всего 20 500 евро. Простой, теплый, ухоженный. Но где подвох? Уютный домик в селе Ботово в Варнинской области. Всего 35 километров до Варны и моря. Это меньше часа на машине. Дом компактный, 32 квадратных метра с ухоженным участком почти 8 соток, полным плодовых деревьев. Внутри гостиная с кухней, современная ванная комната и веранда для вечеров на свежем воздухе. Кирпичная основа, бетонный фундамент, утепление, основа дома уже готова. Интересная деталь, хотя все имущество отображено на плане, в нотариальном акте часть построек не указана, но это возможно узаконить через специальную справку. На участке уже подключены вода и электричество, но пока через контрольные счетчики от соседнего дома. Придется переоформлять все отдельно. А еще с территории открывается потрясающий вид на озеро. Само село спокойное, с хорошим транспортным сообщением, магазинами и рестораном. А большинство жителей здесь болгары. Атмосфера настоящей деревенской Болгарии. Полезный совет. Когда вы покупаете дом в Болгарии, обязательно проверяйте его статус в кадастре и нотариальном акте. Часто бывает, что на участке есть пристройки или летние кухни, которые не узаконены. Это может повлиять на дальнейшую продажу или реконструкцию. Жить в море – это не только пляжи, но и спа с минеральными источниками. Все для здоровья и удовольствия. Дом номер 3. Убежать от города и оказаться у моря. Тишина, свежий воздух и всего 15 минут до пляжей. Спокойствие деревни Раковского.
Бургасская область, цена 38 тысяч евро. Дом площадью 61 квадратный метр, плюс сельхозпостройка 19 квадратных метров. И участок внушительный, более 13 соток. Да еще и угловой. Это значит, что в будущем участок можно разделить или построить дополнительный дом. Планировка практичная. Прихожая, коридор с холлом, 2 спальни и гостиная с кухней, примыкающая к санузлу. Частично начат ремонт. Установлены новые окна, утеплены стены. Новым хозяевам останется только довести до ума интерьер по своему вкусу. А в центре села вас встретит маленький храм и уютная атмосфера, где все друг друга знают. Полезный совет. В Болгарии участки земли в селах нередко бывают угловыми. Это дает дополнительные плюсы. Меньше соседей, больше света и возможностей для расширения дома или строительства второго здания. Мы уже видели дома дороже и видели дома дешевле, но вот что можно получить за 94 тысячи евро в Варне в закрытом ухоженном комплексе. Дом номер 4. Совсем новый и уже в закрытом комплексе. Свежая постройка 2024 года. Цена 94 тысячи евро. Площадь 52 квадратных метра. Планировка. Прихожая, ванная комната, спальня, гостиная, кухня с выходом на открытую террасу. Комплекс оборудован всем для комфортной жизни. Детской площадкой, фитнес-центром, бассейн с подогревом, зоной барбекю подойдет для жизни, отдыха и сдачи в аренду. А вы как думаете, лучше взять такой вариант у моря или поискать что-то побольше, но подальше от побережья? Напишите в комментариях. А все лайфхаки и информацию о недвижимости в Болгарии я собрала в PDF-гайде. Ссылка в описании к видео. Дом номер 5. Вторая находка за 20 тысяч. Простор, свет, добротность и все это рядом с морем. Проверим село Раковский, Добрижская область. Всего в 10 километрах от морского берега Коварны. Площадь целых 90 квадратных метров. 3 большие комнаты и коридор. Участок ровный, ухоженный, 1000 квадратных метров. С небольшой хозяйственной постройкой. Дом построен в 70-х годах, то есть очень крепкий, с толстенными кирпичными стенами. Особая черта – здесь 100% населения составляют болгары, что для некоторых покупателей бывает важным критерием при выборе места для жизни. Полезный совет. Перед покупкой обязательно заказывайте справку об отсутствии обременений и долгов по недвижимости. Это нужно сделать еще до заключения предварительного договора. Обязательно проверьте в регистрационном органе наличие обременений, ипотеки, ареста имущества, установленных прав пользования и так далее. Это также необходимо сделать в день удостоверения сделки у нотариуса. В Болгарии были случаи, когда дом продавался без видимых проблем, но спустя годы выяснялось, что он находится под залогом у банка, и тогда новый владелец рискует потерять свою собственность. Дом номер 6. Почти даром, зато как живописно. Уютный уголок всего в 25 километрах от побережья в селе Змеево, Добрижская область. Цена 39 999 евро. Дом двухэтажный, кирпичный, большой, 120 квадратных метров, плюс участок в 1200 квадратных метров. Эта недвижимость подойдет тем, кто ищет дом для большой семьи или хочет оборудовать гостевой домик для аренды. В селе есть храм Рождество Богородичное, а вокруг чистый воздух, зелень и настоящая тишина. А дальше вас ждут еще более интересные варианты с участками у самого моря, с каменными стенами и домами мечты для отдыха и жизни. Знаете ли вы, что один и тот же дом в Болгарии может быть продан дважды, в один и тот же день, разным покупателям через разных нотариусов? Именно так происходят самые громкие случаи мошенничества на рынке. Все дело в том, что до сих пор нотариусы передавали сделки в агентство по вписыванию вручную, и победителем становился тот, чьи документы оказались зарегистрированы первыми. Но теперь это должно измениться. Министерство юстиции и Нотариальная палата в Болгарии скоро запустят систему электронной регистрации сделок. Это значит, больше никаких гонок до офиса, больше никаких двойных продаж. Побеждает та сделка, которая первая была подана в электронный регистр, а не тот, кто быстрее принес бумажки. Дом номер 7. Жить у самого моря и не переплачивать. Компактный, аккуратный, в шаге от побережья. Заглядываем в село Болгарево, Добрижская область. Цена дома 52 500 евро. Площадь дома 75 квадратных метров, участок 150 квадратных метров. Постройка сборная конструкция. В доме современная планировка. Гостиная с кухней, спальня, 2 ванные комнаты, отопление, кондиционеры в каждой комнате. Дом полностью меблирован, подключены интернет и кабельное телевидение. До природной достопримечательности мыс Калиакра 6 километров.
Полезный совет. Если вы рассматриваете дом из сборных конструкций, обязательно уточните уровень теплоизоляции и антикоррозийной защиты материалов. Особенно важно для домов в прибрежных зонах, где влажность и соленый воздух ускоряют износ. Дом номер 8. Полусонный район или шанс на взлет. Грубая постройка в окружении недостроев, рядом с Коварной. Цена 44 900 евро. Переносимся в городок Коварна, всего в 6 километрах от самого города и моря. Дом расположен в жилом массиве. Это двухэтажный дом площадью 138 квадратных метров и участком 500 квадратных метров. Дом недостроен. Установлены окна, а окружающий пейзаж – это целая улица похожих между собой заброшенных недостроев, что может вызвать вопросы о перспективе района. Постройка кирпичная 2012 года. Полезный совет. Никогда не полагайтесь только на внешний вид района. Иногда такие кварталы оживают за пару лет, а иногда так и стоят пустыми десятилетиями. Обязательно изучайте планы развития населенного пункта у муниципалитета. Дом номер 9. Готовый вариант в городе с участком. 100 квадратных метров и до пляжа рукой подать. Вариант в самом городе Коварна. Цена 50 тысяч евро. Двухэтажный дом общей площадью 100 квадратных метров и участком 527 квадратных метров. Расположен всего в километре от центра и в 3 километрах от пляжа. В доме 2 комнаты, кухня, ванная комната, полуподвал, большая терраса, увитая виноградом, а еще летняя кухня, барбекю и отдельная студия с ванной комнатой. С верхнего этажа открывается потрясающий вид на море. Построен дом в 1993 году. Добротная, проверенная временем постройка. Сейчас мы отправимся в одно из самых дорогих мест побережья. Говорят, здесь не дом, а мечта. Посмотрим. Но, честно говоря, после тех эконом-опций, которые мы только что видели, этот выглядит не так уж и выдающе. Конечно, это крутой район, но в плане самого дома ничего революционного. Площадь, отделка, интерьер – все стандартно, без изысков. Вопрос: кто решит платить такие деньги за то, что на самом деле стоит меньше? А как думаете вы? Дом номер 10. Роскошь, статусы моря, максимум. Премиальный дом с Лидлом за углом. Легендарный курорт святых Константина и Елены – это дом для тех, кто ценит престиж и первоклассное качество. Цена – 1 155 000 евро. Расположен в сердце курорта святых Константина и Елены, одного из самых востребованных и красивых курортов Болгарии. В пешей доступности находится магазин Lidl. Дом двухэтажный, площадь 300 квадратных метров. Построен в 2021 году. С применением улучшенных материалов. Панорамное остекление. Буквально вся сторона дома – это окна. Они не только визуально увеличивают пространство, но и создают невероятную связь с природой. Светлые просторные комнаты, стильный современный дизайн, благоустроенный двор. Здесь все создано для максимального комфорта. Особенность. Дом находится в нескольких минутах ходьбы от морского побережья, термальных источников и элитных ресторанов. Плата за обслуживание комплекса отсутствует. Позади меня дома за 1 000 000 евро, но складывается такое ощущение, что там еще никто не живет. Обратите внимание, средние цены в этом районе с 2022 года выросли с 400 000 евро до более чем 1 000 000 евро. Разница почти в 2,5 раза. А в Варне сейчас выстроено на продажу свыше 100 домов по цене от 1 000 000 евро и выше. Цены на дома у моря в Болгарии взлетели за последние 2-3 года. И это уже не просто тренд, а настоящая реальность. До этого был период стабильности, но сейчас найти доступный дом у побережья задача почти невозможная. Почему так произошло и что стоит за этим ростом цен? Давайте разберемся, что происходит на рынке недвижимости у моря и кто на этом зарабатывает. Сейчас найти что-то дорогое намного легче, чем найти что-то по разумной цене. Посмотрите, домов по 350 000 евро огромное количество. Причем там нет ничего сверхъестественного, ничего, что оправдывает такую цену. А вот найти варианты по вменяемым ценам почти невозможно. Посмотрите участок в 5 соток за 80 000 евро. Таких объявлений масса. Цены в популярных местах вблизи побережья растут по нескольким причинам. Первая причина – это глобальная политическая ситуация. Война в Украине, неопределенность в экономике и мировой кризис. Все это влияет на спрос. Люди пытаются вложиться в недвижимость. Вторая причина. Бизнес понял, что на этом можно зарабатывать. Все дешевые объекты скупают, реконструируют и продают с завышенной ценой. Те же дома, которые раньше стоили 50-100 тысяч евро, сегодня же с новым ремонтом и оформлением выставляют на продажу по 200-300 тысяч евро. И поверьте, таких объявлений становится все больше. Третья причина.
низкий налог на недвижимость в Болгарии. Он один из самых низких, а самые высокие налоги на недвижимость в Великобритании, США, Греции, Франции, в Польше. Четвертая причина – низкие банковские ставки на депозиты. Когда проценты по депозитам близки к нулю, богатые люди ищут другие способы приумножить свой капитал. И самый популярный – недвижимость. Но далеко не всегда, чтобы жить или сдавать в аренду. Во многих случаях такие дома и квартиры просто стоят пустыми, ожидая роста цен. В том же Бургасе более 50% жилья пустуют и не используются. Это значит, что большая часть недвижимости выведена из оборота. Рынок не просто нестабилен, о снижении цен на недвижимость у моря даже речи не идет. Они продолжают лезть вверх, как на дрожжах. Пока обычный человек годами копит и мониторит сайты в надежде найти хоть что-то доступное, богатые скупают дома не для жизни, а в ожидании роста цен. Такая недвижимость часто просто стоит закрытой, ни в аренде, ни в пользовании. Результат – недвижимость простаивает, а цены взвинчиваются еще выше. Это не удержание рынка, это подхлёст к безудержному росту. И все это за счет тех, кто действительно хочет здесь жить. Пятая причина роста цен на дома у моря в Болгарии – популяризация Болгарии как туристического и инвестиционного направления. С каждым годом Болгария становится все более популярным местом для туризма и инвестиций. Это привлекает как зарубежных, так и местных покупателей, которые заинтересованы в приобретении недвижимости не только для личного проживания, но и как источник дохода. В результате цены на дома в популярных курортах и прибрежных районах продолжали расти, потому что спрос подталкивал цены вверх. Теперь покупатели не только ищут место для отдыха, но и стремятся извлечь прибыль, сдавая недвижимость в аренду. Это делает объекты недвижимости у моря не просто жильем, а выгодным долгосрочным вложением, которое продолжает привлекать инвесторов. Однако стоит напомнить, что этот тренд не бесконечен. В любой момент ситуация может измениться. Например, повышение налога на недвижимость, на вторичные и особенно на пустующие объекты, что может значительно замедлить или даже повернуть рост цен назад. Экономическая ситуация в Болгарии, как и в любой другой стране, подвержена изменению, и правительство вполне может принять такие меры. В результате это откроет новые возможности для массового покупателя с ограниченным бюджетом. Ситуация на рынке может измениться очень быстро, и для покупателя важно быть готовым к любым поворотам событий. Дом номер 11. Все готово, просто заезжай. Полностью обновленный, теплый, светлый. Село Дропло, недалеко от Балтчика. Цена 58 900 евро. Одноэтажный, полностью отремонтированный дом. Площадь основного дома 72 квадратных метров. Плюс хозяйственная и коммерческая постройки. Участок 1225 квадратных метров. Полностью новая крыша, окна, полы, утепление, новая сантехника и электрика. Дом продается с мебелью. Подъезд по асфальтированной улице. Дом номер 12. Море видно прямо с участка и парковка под боком. Дачная зона города. Черноморец. 75 000 евро. Курортный городок Черноморец, Бургасская область. Звучит уже заманчиво. Дом 70 квадратных метров. С видом на море и парковочным местом. На первом этаже гостиная с кухней и ванная комната. На втором 2 спальни, 2 ванна и терраса с видом на бескрайнее Черное море. Важно знать, дом продается с актом 14, то есть это еще не завершенный объект строительства. Окончательная сдача в эксплуатацию акт 16 только ожидается. Без акта 16 невозможно официальное подключение ко всем коммуникациям. Дом номер 13. Новый кирпичный дом. Уют и современность посреди природы. Село Эзерец, Добржская область. Цена 79 000 евро. Новый кирпичный одноэтажный дом 2018 года постройки. Площадь 70 квадратных метров. Участок 250 квадратных метров. Планировка. 2 спальни, кухня, столовая. Гостиная, прихожая, кладовая. Ванная комната и туалет. Дом полностью меблирован. Интересный факт. Село Эзери славится своим озером с исключительно чистой водой, где можно ловить щуку. А всего в 2 километрах отсюда великолепные нетронутые пляжи. Дом номер 14. Комплекс у моря. Жить как на курорте. Просторная веранда, ухоженная территория и море рядом. Район Прибой, Варна. Цена привлекательная – 85 000 евро. Дом в закрытом комплексе, настоящая находка для жизни у моря или инвестиций. Площадь 64 квадратных метра, плюс просторная веранда 24 квадратных метра и личное парковочное место. В доме 2 спальни, кухня, гостиная, ванная комната и коридор. И что особенно ценно, вид на море уже с нулевого уровня. Дом построен в 2022 году из кирпича и обшит сайдингом. Уникальное расположение. В лесу,
между двумя пляжами Фичоза и Галата. Для понимания перспективы, еще 2 года назад средняя цена на дома здесь 185 тысяч евро, а сегодня уже 279 тысяч евро. Рост почти в 2 раза. Дом номер 15. До пляжа всего 10 минут пешком. Дом в зеленой зоне, участок 616 квадратных метров. Прогуляемся по району Панорама 2. Золотые пески. Цена 92 700 евро. Двухэтажный дом всего в 10 минутах ходьбы от знаменитых пляжей Золотых песков. Площадь 118 квадратных метров. На первом этаже прихожая, кухня, столовая и жилая комната. На втором 2 спальни. Одна с балконом, другая с большой верандой, ванная и туалет. Дом построен в конце 80-х годов из кирпича. Все коммуникации подключены: электричество, вода, септик. Главное преимущество – дом расположен на асфальтированной дороге и подходит для круглогодичного проживания. Дом номер 16. Рядом с Солнечным берегом, но без шума. Живописный дом с панорамами в селе Кашарица, Бургасская область. Цена 95 тысяч евро. Трехэтажный, отдельно стоящий дом в тихом, живописном месте, всего в 1,5 километров от курорта Солнечный берег. Площадь дома 151 квадратный метр. Комплекс из 12 домов, закрытая территория. На первом этаже просторная гостиная с кухней и верандой. Туалет. На втором 2 спальни и терраса с панорамным видом на море и горы. В светлом полуподвальном этаже кладовая, прачечная и еще один туалет. Дом частично меблирован. В комплексе бассейн для взрослых и детей, детская площадка, парковочные места и круглосуточная охрана. Прекрасный вариант для семейной жизни или отдыха у моря. А теперь дом за 1 390 000 евро. Нет, это не ошибка. И нет, это не вилла на Майорке. Вы бы сколько дали за такой? Ну, давайте посмотрим, чем он нас попытается удивить. Как мог так спрятаться дом в самом центре города? Хотя мы и знали, где он находится на карте, найти его в реале первый раз оказалось совсем непросто. На фотографии дом выглядит как дворец. Посмотрим, как он выглядит на самом деле. Дом номер 17. Архитектурное сокровище в самом сердце морской столицы Болгарии. История, стиль и атмосфера старины. Центр Варны, рядом с кафедральным собором. Настоящая жемчужина для ценителей истории и архитектуры. Дом-памятник культуры. Дом построен в 1907 году. Полностью отреставрирован в 2022-2023 годах. Площадь дома 595 квадратных метров. Площадь двора 346 квадратных метров. 3 этажа плюс полноценный подвал. 10 парковочных мест на территории. Действующий фонтан, 3 отдельных входа. Дом восстановлен по оригинальному архивному проекту архитектора Братского с применением премиальных материалов. Установлены системы кондиционирования, пожаротушения и видеонаблюдения. Цена 1 390 000 евро. Средняя стоимость домов в центре Варны за 3 года выросла более чем в 3 раза. С 218 до 674 000 евро. Выводы. Если бюджет строго ограничен, то рекомендую искать жилье в глубине страны. Самый дешевый район – это северо-западный, за ним идет центральный. Для тех, кто мечтает о доме у моря, но не может себе позволить, есть небольшое утешение. Домик на море имеет и свои недостатки. Посмотрите, например, кто летом на пляжах Варны. Местных вы там почти не встретите. Где же отдыхают местные жители? На так называемых секретных пляжах, которые расположены вдали от туристических масс. Но туда все равно нужно добираться на личном транспорте. Так в чем же разница, если вам ехать на пляж 25 километров или 100 километров? Главное, что это будет трасса, а значит, время в пути будет примерно одинаковое. Спросите у местного, сколько раз за лето он отдыхает на пляже у моря. Нередко ответ будет 2-3 раза. Кроме того, стоит помнить, что жить у моря круглый год – это не всегда приятно. Зима и весна здесь могут быть крайне холодными из-за высокой влажности и сильного ветра. А плесень в жилых помещениях – это реально для тех, кто решил поселиться на побережье. Итак, если для вас важна цена, а не идеал, выбирайте районы в глубине страны. А если дом у моря все-таки манит, помните о его минусах, которые часто упускаются из виду. Дома у моря выросли в цене в 2-3 раза. Но что происходит с квартирами? Какую цену заплатят те, кто решит купить квартиру на побережье Болгарии сегодня? В следующем видео я раскрою всю правду о ценах на квартиры у моря, что скрывается за привлекательными цифрами и почему некоторые квартиры стоят намного дороже, чем кажется на первый взгляд. Не пропустите. Это видео будет настоящим откровением.
Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!